Ты хочешь подняться с уровня младшего разработчика, чтобы создавать масштабируемые приложения. Или, может быть, получить повышение зарплаты на $100 000, пройдя собеседование по системному дизайну. Тебе понадобится набор аккуратных кодов, 20 основных концепций системного дизайна, которые включают сети, шаблоны API, базы данных и многое другое. И многое другое. Все это более подробно описано в netcode.io. Для начала предположим, что у вас есть один сервер, который принимает и выполняет запросы для вашего приложения. Но сейчас у нас появляется все больше пользователей, поэтому нам нужно масштабировать его. Проще всего было бы добавить больше ресурсов, таких как оперативная память, или, возможно, обновить свой процессор. Это называется вертикальным масштабированием. Это довольно просто, но очень ограничено. Лучшим подходом было бы добавить реплики, чтобы каждый сервер мог обрабатывать под множество запросов. Это называется горизонтальным масштабированием. Это более мощное решение, потому что мы можем масштабировать его практически бесконечно, и нам даже не нужны хорошие машины. Оно также повышает избыточность и отказоустойчивость, потому что если один из наших серверов выйдет из строя, все остальные серверы смогут продолжать выполнять запросы. Это устраняет нашу предыдущую единственную точку отказа. Но недостатком этого подхода является то, что он намного сложнее. Прежде всего, как мы можем гарантировать, что один сервер не будет перегружен, в то время как другие простаивают? Для этого нам понадобится балансировщик нагрузки, который представляет собой простой сервер, известный как обратный прокси-сервер. Он направляет входящие запросы на соответствующий сервер. Таким образом, мы можем использовать алгоритм раунд-робин, который будет балансировать трафик, циклически проходя через наш пул серверов. Или мы могли бы использовать другой подход, например, хэширование идентификатора входящего запроса. В нашем случае цель состоит в том, чтобы выровнять объем трафика, получаемого каждым сервером. Но если наши серверы расположены по всему миру, мы могли бы даже использовать балансировщик нагрузки для маршрутизации запросов в ближайшее местоположение. Это приводит нас к сетям доставки контента. Если вы просто предоставляете статические файлы, такие как изображение, видео, а иногда даже файлы HTML, C и JavaScript, вы можете просто использовать CDN. Это сеть серверов, расположенных по всему миру. CDN на самом деле не управляют никакой прикладной логикой. Они работают, беря файлы, размещенные на вашем сервере, он же исходный сервер, и копируя их на серверы CDN. Это может быть сделано как по принципу push, так и pull. Но CDN — это всего лишь один из методов кэширования, суть которого заключается в создании копий данных для более быстрой повторной выборки в будущем. Выполнение сетевых запросов может быть дорогостоящим, поэтому наши браузеры иногда кэшируют данные на нашем диске. Но чтение данных с диска может быть дорогостоящим, поэтому наши компьютеры будут копировать их в память. Но считывание памяти может быть дорогостоящим, поэтому наши операционные системы будут копировать ее часть в кэш-память процессора L1, L2 или L3. Но как компьютеры взаимодействуют друг с другом? Каждому компьютеру присваивается IP-адрес, который однозначно идентифицирует устройство в сети. И в довершение всего у нас есть неудачно названный TCP/IP или набор интернет-протоколов, поскольку на самом деле он также включает UDP. Но сосредоточившись на TCP для начала, должен существовать какой-то набор правил или протоколов, которые определяют, как мы отправляем данные через интернет. Точно так же, как в реальной жизни у нас есть система, которая решает, как мы отправляем почту друг другу. Обычно, когда мы отправляем данные, такие как файлы, они разбиваются на отдельные пакеты и пересылаются через интернет, а когда они прибывают в пункт назначения, пакеты нумеруются, чтобы их можно было повторно собрать в том же порядке. Если какие-то пакеты отсутствуют, протокол TCP гарантирует, что они будут повторно отправлены. Именно это делает его надежным протоколом и объясняет, почему многие другие протоколы, такие как HTTP и WebSockets, построены поверх TCP. Но когда вы вводите аккуратный код, вот в строку поиска, как ваш компьютер узнает, какому IP-адресу он принадлежит. Что же для этого у нас есть система доменных имен, которая представляет собой в значительной степени децентрализованный сервис, работающий для преобразования домена в его IP-адрес. Когда вы покупаете домен у DNS-регистратора, вы можете создать запись DNS-A, которая расшифровывается как адрес, а затем вы можете ввести IP-адрес вашего сервера. Итак, когда вы выполняете поиск и ваш компьютер выполняет DNS-запрос для получения IP-адреса, он использует сопоставление записей для получения адреса, а затем ваша операционная система кэширует его, чтобы не было необходимости выполнять DNS-запрос каждый раз. Подожди минутку. Почему мы обычно используем HTTP
TCP для просмотра веб-сайтов. TCP — это слишком низкий уровень. Мы не хотим беспокоиться об отдельных пакетах данных. Итак, у нас есть протокол прикладного уровня, такой как HTTP, который разработчики вроде тебя и меня фактически используют изо дня в день. Он соответствует модели клиент-сервер, в которой клиент инициирует запрос, состоящий из двух частей. Одна из них — заголовок запроса. Воспринимайте это как этикетку, которую вы наклеиваете на посылку. Она сообщает вам, куда отправляется посылка, от кого она и, возможно, какие-то другие метаданные о самой посылке. Вторая часть — это тело запроса, которое в основном представляет собой содержимое пакета. Чтобы проверить это, просто откройте вкладку DevTools Network и нажмите «Подписаться». Продолжай, я подожду. Внимательно изучив запрос, мы видим, что ответ также включает в себя заголовок и тело. Но даже с HTTP существует множество шаблонов API, которым мы могли бы следовать, наиболее популярным из которых является REST, который представляет собой стандартизацию HTTP API, делающую их апатридными и последовательными руководящие принципы. Например, успешный запрос должен содержать код уровня 200 в заголовке ответа, в то время как неудачный запрос от клиента вернет код уровня 400, а проблема с сервером приведет к коду уровня 500. GraphQL — это еще один шаблон API, представленный Facebook в 2015 году. Идея заключается в том, что вместо того, чтобы делать еще один запрос для каждого отдельного ресурса на вашем сервере, как вы бы делали с REST, с помощью GraphQL вы можете просто сделать один запрос, он же query, и вы можете точно выбрать, какие ресурсы вам нужны. «Хочу принести». Это означает, что вы можете получить доступ к нескольким ресурсам с помощью одного запроса, а также избежать чрезмерной выборки данных, которые на самом деле не нужны. Другой шаблон API — это GARP, хотя на самом деле он считается фреймворком. Выпущенный Google в 2016 году, он также должен был стать улучшением по сравнению с REST API. Это RPC-фреймворк, используемый в основном для взаимодействия между серверами, но есть также GARP, который позволяет использовать GARP из браузера, который также быстро развивался в течение последних нескольких лет. Увеличение производительности достигается за счет буферов протокола. Сравнивая их с Djan, который использует API REST, буферы протокола являются улучшением в том, что данные сериализуются в двоичный формат, который обычно более эффективен при хранении. И, конечно же, передача меньшего количества данных по сети обычно происходит быстрее. Недостатком является то, что Djan намного удобочитаем для человека, поскольку это просто обычный текст. Еще один протокол уровня приложений — WebSockets. Чтобы понять основную проблему, которую он решает, давайте возьмем, к примеру, приложение для чата. Обычно, когда кто-то отправляет вам сообщение, вы получаете его немедленно. Если бы мы хотели реализовать это с помощью HTTP, нам пришлось бы использовать опрос, при котором мы периодически отправляли бы запрос, чтобы проверить, доступно ли для нас новое сообщение. Но в отличие от HTTP-1, WebSockets поддерживают двунаправленную связь. Поэтому, когда вы получаете новое сообщение, оно немедленно отправляется на ваше устройство. И всякий раз, когда вы отправляете сообщение, оно немедленно отправляется на устройство получателя. А для фактического хранения данных у нас есть SQL или система управления реляционными базами данных, такие как MySQL и Postgres. Но зачем нам использовать базу данных, когда мы можем просто хранить все в текстовых файлах, хранящихся на диске? С помощью баз данных мы можем более эффективно хранить данные, используя структуры данных, такие как BDREG, и у нас есть быстрый поиск данных с помощью SQL-запросов, поскольку данные организованы в строки и таблицы. Системы управления реляционными базами данных, как правило, совместимы с ACID, что означает их надежность, поскольку данные хранятся на диске. Так что даже при перезагрузке компьютера данные все равно будут там. Изоляция означает, что различные параллельные транзакции не будут мешать друг другу. Атомарность означает, что каждая транзакция — это все или ничего. Наконец, у нас есть согласованность, которая означает, что внешний ключ и другие ограничения всегда будут соблюдаться. Это действительно важно, потому что это привело к созданию NASQL или нереляционных баз данных. Согласованность усложняет масштабирование баз данных. Таким образом, базы данных NASQL отбрасывают это ограничение и всю идею отношений в целом. Существует множество типов баз данных NASQL, но наиболее популярными из них являются хранилища значений ключей, хранилища документов и графические базы данных. Но возвращаясь на секунду к вопросу о согласованности, если нам не нужно применять какие-либо ограничения по внешнему ключу, это означает, что мы можем разбить нашу базу данных и масштабировать ее по горизонтали с помощью разной машины. Этот метод называется шардингом. Но как мы решаем, какую часть данных поместить на ту или иную машину? Для этого у нас обычно есть ключ-фрагмент. Итак, учитывая таблицу людей, наш ключ-фрагмент может быть идентификатором
человека. Но сегментирование может усложниться. Более простой подход — это репликация. Если мы хотим увеличить количество операций чтения нашей базы данных, мы можем создавать копии нашей базы данных, доступные только для чтения. Это называется репликацией лидер-последователь, где каждая запись будет отправляться лидеру, который отправляет их подписчикам, но каждое чтение может быть отправлено лидеру или подписчику. Существует также репликация лидер-лидер, где каждая реплика может использоваться для чтения или записи, но это может привести к несогласованности данных. Поэтому было бы лучше использовать ее там, где у вас может быть реплика для каждого региона мира, например. Синхронизировать копии может быть непросто, поэтому теорема Кэп была создана для того, чтобы взвесить возможные компромиссы с копируемым дизайном. В нем говорится, что при наличии сетевого раздела в базе данных, как разработчики баз данных, мы можем выбирать только в пользу согласованности данных или доступности данных. Что сбивает с толку, так это то, что консистенция здесь означает нечто иное, чем в случае с кислотой. Это несколько спорная теорема. Именно поэтому была создана более полная теорема Паккерс. Наконец, у нас есть подсказки для сообщений. Они чем-то похожи на базы данных, потому что имеют надежное хранилище и могут быть реплицированы для обеспечения избыточности или разделены на части для обеспечения масштабируемости. Но у них есть множество вариантов использования. Если бы наша система получала больше данных, чем могла обработать, было бы неплохо вести очередь сообщений, чтобы наши данные могли сохраняться до того, как мы сможем их обработать. При этом мы также получаем дополнительное преимущество, заключающееся в том, что различные части нашего приложения могут быть разделены. И если ты уже чему-то научился, так это тому, что разработка программного обеспечения — это поиск новых и сложных способов хранения и перемещения данных. Если ты хочешь узнать больше, ты можешь ознакомиться с моим курсом «Системный дизайн для начинающих по netcode.io», а также с моим курсом собеседований по системному дизайну. Спасибо тебе за поддержку моей работы, и мы скоро увидимся.